Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог на канале Таро Инспирационе. Таро прогноз и старинный цыганский пасьянс. Внезапный поворот до конца июля в вашей судьбе. Вот давайте узнаем, что же там придет на порог вашей судьбы. Внезапные события. И, кстати, карты пасьянса нам и расскажут, и покажут, что там для моих любимых козерогов будет в течение июля до конца июля, как мы говорим вам по судьбе. И именно какие события пасьянс показывает, причем так конкретно придут в вашу жизнь, какие перемены идут на ваш порог, о чем вы, возможно, даже не догадываетесь, а это совсем скоро случится. Итак, давайте будем узнавать. Юпитер вошел в знак зодиака Лев, и у нас июль, первый месяц, когда это происходит, и это более далекая дистанция, нежели 1 месяц. И вот смотрите, первое значение у вас выпадает «закрытый путь». Здесь я должна сказать, добавить еще один транзит. У нас ретро-Меркурий. И на протяжении почти всего июля. И мы с вами знаем, что ретро – это всегда возвращение назад, такое некое торможение. С чем это может быть связано? По ретро-Меркурию у нас часто бывают те периоды, когда, как доброе время, что-то переделать, переписать, пересмотреть, передоговориться. Все то, что с приставкой «пере». И точно так же у нас еще и ретро-Плутон призывает не торопиться, потому как некоторые темы, которые, может быть, мы и хотим прояснить, но они не будут быстро нерешенными или к решению, к завершению. Некоторые, по крайней мере, темы могут продолжиться вплоть до середины осени, но тогда это будет сделано что-то надежно. Тут уже без возвратов назад, то есть без каких-то топтаний на месте. Но уже я так могу судить по первому значению, что может быть вам с учетом вот этих транзитов придется изменить маршрут. Изменить, допустим, по ретро-Меркурию у нас буквально сбоят системы электронные, иногда электронных взаиморасчетов, задерживаются документы, переносятся встречи, могут меняться расписание, буквально транспорта, и расписание вашей жизни тоже. Поэтому вот некоторые задержки могут быть. Но ведь я точно так же первым значением выпала, я не исключаю, что все же, как минимум, какой-то один вопрос, как будто довести до ума и в этом поставить окончательную точку. Вы вполне можете. Но на всякий случай, мои дорогие козероги, будьте готовы к тому, что, правда, какая-то ситуация меняется. Вроде бы закрытый путь, а тут, знаете, как высшие силы. Вот когда часы выпадают, это всегда добрые перемены. Именно добрые перемены. Какой-то, наверное, как по сценарию вашей судьбы происходит, мы этого можем не замечать, но это, знаете, иногда выражается элементарном лояльности, например, по отношению к вам, когда вам проще несколько провести какие-то диалоги, вас хотят видеть, вас хотят слышать, вникать в вашу проблему или вопрос, или когда вот удачное стечение обстоятельств, тут определенно в вашей жизни что-то может меняться, и может быть даже вы сами, мои дорогие, вот смотрите, я тут больше даже мне хочется сказать, у нас есть еще тут одно значение, древко, вот листва, и значение в пасьянсе ожидание, то мне больше хочется сказать, что какое-то ожидание у вас как будто заканчивается, и может быть на далекий период времени, как дорожки какие-то открываются. Может быть, вы проделали какую-то работу, точно открываются, потому что, видимо, то, что не нужно, оно уходит. То, что вам создавало какие-то преграды, препоны, то теперь это время тоже как заканчивается. Открытый путь означает буквально ключи, но и возможность, опять же, со всеми договориться. Если мы о картах Таро, у кого ключи? У Иерофанта. Это тоже где-то карта, которая говорит о системе иерархии. Провластная карта может быть, когда мы вынуждены сталкиваться с чиновниками, решать вопрос, путешествуя по кабинетам, по офисам, по каким-то учреждениям, организациям. Все то, что я говорила по часам, да, по аркану часы, по значению. Где-то все вместе это подтверждает. Доброе время. И будьте готовы к тому, неожиданное известие. Значит, могут быть такие конфигурации, вам как будто по судьбе, когда вам придется что-то переиграть. И вполне вероятно, это будет связано с личной жизнью.
Кто-то буквально либо добивается сердца, хотя, может быть, и вы чьего-либо сердца добиваетесь. И вы знаете, у кого-то, вот когда тут выпадают эти два значения, древко и судьба, да, как мы говорим, крест, и как закрытый путь ожидания, может быть, длительный период ожидания был. Это не значит, что за пару дней там у нас все решится, но это более такая могущественная сила, к примеру, когда у вас вот такие энергии в июле, вы их можете прочувствовать, кстати, когда завершается ваше одиночество. Вот, может быть, это и касается личной жизни. Для кого-то из вас это просто какие-то серьезные темы, может быть, в вопросах семьи, тут у кого что, да, будет. Или, может быть, это когда вы долгое время сами закрывались, ну, словно у кого-то сложный опыт, а у кого-то просто, да, не хотели общаться, да, не хотели как будто расширять горизонты общения, то здесь сами по себе энергии меняются. Вы меняетесь, мои дорогие. Вся ваша жизнь как выстраивается в какую-то более добрую, более счастливую, хочется сказать, более интересную, это точно, парадигму. Но еще и у вас будет, будьте к этому готовы, вот какое-то неожиданное известие. Кстати, может быть, это будет связано с дорогой, я этого тоже не исключаю. Смотрим, что мы можем еще с вами соединить по горизонтали и по вертикали. В крайних рядах то, что расположены карты, мы можем соединять, но будьте внимательны. Смотрите, если мы соединим второй ряд, у вас выпадает змея. Змея – это всегда некоторое предостережение, как будто кто-то за вами наблюдает. Значит, ну, это, знаете, как какая-то персона, которая явно себя не выдает или не демонстрирует интерес по отношению к вам. Или вот это наблюдение, например, да. Поэтому, ну, предупрежден, вооружен. Будьте внимательны. Не буду соединять, но у вас здесь еще мы можем соединить череп, это переживание. Но, может быть, есть на кону какая-то ваша задумка, и череп это не есть материально, что-то у нас не получилось, или, ну, какой-то такой факт. Это может быть как внутреннее эмоциональное состояние, именно через эмоции, когда мы сомневаемся. Поэтому не сомневайтесь, тут постепенно, шаг за шагом у вас что-то выстраивается в более какую-то, хочется сказать, стабильную, приятную концепцию. Пойдем с вами дальше. И на колоде Ленорман Чиро Маркетти первый наш вопрос. Так что же нового придет на ваш порог до конца июля, мои дорогие любимые козероги? Что придет на ваш порог до конца июля именно нового, элемент новизны? Ну и важное событие, чем июль вам запомнится. И самое главное, что или кого нельзя будет проигнорировать. Вот с чем, с кем будет связан какой-то определенный факт в вашей судьбе. Ну и что же тут будет прояснено? Кто или что появится неожиданно, как сама возможность, а также, возможно, и человек. И что изменит вашу жизнь, изменит ваши планы до конца июля. И как карта совет, и одновременно к чему приготовиться тоже узнаем. Итак, что же нового идет на ваш порог? Посмотрите, много общения, правда? Кто-то может, ну у нас уже июль месяц, это время отпусков, и может быть то время, даже если отпуска нет на выходные, вы куда-то можете поехать. Аркан Парк, это много общения, это много людей, это может быть даже те люди, у кого-то в нашу цифровую эпоху, как знакомство, да, может быть, это переписка. Вы можете оказаться среди другой общности людей, может быть, среди тех людей, которые говорят на других языках. У кого-то это проиграется, когда нужно уладить, и, может быть, в какие-то организации прогуляться, да, будем говорить, по высокопоставленным чиновникам для того, чтобы решить какой-то свой вопрос. Тогда будьте внимательны, потому что у вас именно через новых людей, через общение у вас приходят в вашу жизнь новые возможности. Тут никак нельзя закрываться. Давайте еще одну карту я достану. Что же это новое, с чем будет связано? А вы вообще можете тут фильтровать ваше окружение. Кому вы доверяете, кому нет. Вот, видимо, не случайно этот череп. Я тут больше вижу с картой метла, ну или плеть мы ее называем. Это ваше определенное недоверие. Может быть, вы и сами чувствуете
Чувствуете именно от того, что совсем недавно оказались в сложной ситуации, и кто-то именно из-за собственного доверия. По аркану плеть мы как будто сами себя заставляем. Вот я это, кстати, не исключаю. А планетарные транзиты этого времени у кого-то из вас. Мы все разные, хоть и объединяет один знак зодиака. Поэтому берите из нашего расклада то, что откликается вашей душе. Так вот, планетарные транзиты таковы, что мы можем себя как принуждать к общению. Как будто умом понимая, что нет, вот сейчас время наступает, так быть немножко открытым. Или вот горизонт сам по себе, да, вашего общения, может быть, впустить в свою жизнь, опять же, новых людей совершенно необходимо. Внутренне вы можете быть на это как бы не совсем настроены. Душа у кого-то может просить вообще уединения. А ум, видимо, так рационально понимает, что нет, нельзя как будто так поступать. Вот какое-то усилие, возможно, вам над самими собой придется сделать, как себя словно уговорить. Но оно имеет смысл, потому что какое-то буквально общение через людей, все то, что я сказала по аркану парк, для нас не просто открывает перспективы, а нам помогает вот отделить зерна от плевел. Может быть, людей, которые согласны нас сопровождать, кого мы оставим в своем окружении или планировать будем на будущее, но, может быть, и есть те персонажи, которые вам дадут, или какая-то ситуация сложится, это будет означать, что вы окончательные выводы какие-то сделаете, чтобы навести порядок в собственных мыслях, в собственной жизни. Итак, давайте еще дополнительное на колоде Таро. Не очень понятно, с чем, с кем это связано, что же там за новизна, а у вас выбор будет, мои дорогие. Причем тут выбор непростой. Когда двойка мечей, это где-то на уровне мудрости вороны как будто пытаются снять повязку с глаз девушки, но в итоге получается все наоборот, они только путают ее волосы. А ворон – это символ мудрости. Вот есть какая-то тема, которую вам придется решать мудро. Более того, возможно, еще и собирать информацию. Правда, вы кому-то не верите? У кого-то из вас может быть связано именно с тем человеком. Тройка мечей выпадает. Любая тройка, мы говорим, это карта будущего. Но мечи, кто-то скажет, и что, это мне еще какое-то разочарование? Я могу предположить, что для кого-то из вас либо будут контакты, либо будет какая-то встреча, либо будет какой-то важный разговор именно с тем персонажем, который прежде вот вас как раз словно заставил страдать. И поэтому и череп, и поэтому все то, что я говорила. Будьте готовы, что нового. У вас могут быть даже, пусть не у всех, но у кого-то такие энергии, когда вот мне хочется вообще завершить это, лишь бы оно меня больше не мучило. Вот есть такая мудрая фраза. Мы всегда не будем ненавидеть тех, кто заставил нас страдать. И не важно, что мы там внешне будем демонстрировать, но есть какая-то боль у вас в душе. И эта карта нам говорит о том моменте, где вы находитесь сейчас. И как ни странно, раз выпадает, и мы говорим, тройка – это на будущее. Да, тут у нас змея. Еще и, да, мы говорили даже по арканам пасьянса, поэтому я могу принять во внимание, что какой-то контакт с человеком, пусть этот человек, даже с которым вы случайно встретитесь, с которым вы давно не виделись, может быть, это будет даже, как нарочно такая, вы идете на эту встречу для того, чтобы для себя что-то важное прояснить. И все же я часто называю эту карту «здоровое равнодушие». Вот это сердце, которое прежде кровоточило, или вот это страдание, да, которое вызывало боль и хотелось кричать от этой боли. Этого уже нет. Вы уже это пережили. Сердце уже заштопанное, уже не кровоточит, но словно невидимыми нитями ситуация прошлого вас все-таки держит в воспоминаниях или в отношении какого-то конкретного человека. По тройке мечей это именно персона какая-то такая была, и вам это придется как-то преодолевать. Вы можете даже столкнуться с чужим эгоизмом. Иногда Солнце – карта именно эгоизма, или карта нашего эго. Тут может быть и ваше эго с чем-то, вы с кем-то тут можете быть не согласны или просто «я не верю», вот и все. Не верю, потому что когда-то доверился, а потом закончилась фиаско, а потом были вот как раз переживания, страдания, и мне пришлось
пройти какой-то сложный путь для того, чтобы освободиться от этих переживаний. Может быть и так, прежде чем вот это здоровое равнодушие будет. Но ведь для вас, мои дорогие козероги, Солнце, выбор правильного направления. А теперь давайте вспомним еще о транзите Юпитер в знаке зодиака Лев. И это то время, которое для нас открывает последующие 12 лет совершенно в другом формате и в другом ключе. И для каждого знака зодиака. Просто у каждого в своей какой-то сфере жизни будет проигрываться. И вот из этих последующих 12 лет будет очень важен год. И совсем недавно, в конце июня, Юпитер перешел в знак Льва, и он там останется конкретно на год. И вот из этих 12 лет год самый важный. Вторая половина 26-го и первая половина 27-го. Но из этого годичного цикла до начала, то есть вот эти месяцы, которые до 27-го года нам остались, и я часто, вы слышите, говорю по этим картам, когда Солнце выпадает 6-8 месяцев. Это время вашего прорыва. Вот что вы тут себе намечтаете или желание, но это нужно будет переложить, может быть, на какие-то договоренности, может быть, вам как будто себя уговорить придется. Какой-то явно есть сложный вопрос, кем или чем не хочет заниматься Козерог, а на кону ваше счастье, новое качество жизни и прояснение какой-то истории. Будьте внимательны, не все так просто. Так что же вы там не сможете игнорировать или остаться равнодушными? Карта письма, карта документов, кстати, может быть. И у кого-то это буквально получение какого-то документа. Возможно, это как какая-то сама по себе, да, возможность, шанс. Или когда семерка пик. Здесь, правда, может быть как неожиданная новость. Может быть, это и новость в средствах массовой информации. Но здесь это может и быть, я тоже не исключаю. Для вас, как знаете, какой-то маневр может быть. И даже по документам, по каким-то бумагам. Может быть, у кого-то обучение, да, когда нужно получить сертификат. И как будто это будет вам помогать. Вот от этого, нельзя как будто это проигнорировать. Для кого-то из вас, опять же, Солнце, меняется качество жизни. Но для этого, допустим, как новую точку отсчета себе создать, вам будет необходимо согласовать какой-то документ, отправиться по инстанциям, подписать что-то, пересмотреть, передумать. Потому что на кону у кого-то и деньги, или работа, откуда к вам приходят деньги. Может быть и какой-то бизнес-проект, да? И тут вот будьте готовы к получению какого-то информационного письма, скажем так. Но здесь у кого-то могут быть и вопросы личной жизни, как я говорила. У кого-то может совпадать вот именно с той персоной, которая прежде вас заставила страдать. Я, конечно, не исключаю, тут у каждого будет что-то по-своему. Я не исключаю, что вы на что-то согласитесь или вы уже согласились и как бы дали себе возможность «я попробую». Но тут и замечтаться вам нельзя, и вроде как упустить какую-то возможность. Для вас может быть июль, мои дорогие козероги, поворотным месяцем, что прояснится. Вот и правда, мои дорогие девочки, тут какая-то ситуация с мужчиной может проясниться. Может быть, мужчина тот, который, как это так помягче сказать, который не может ни с чем-то определиться. Может быть, это по части, опять же, личной жизни. Я не исключаю же того, что, как и вам, придется некоторые коррективы в свои планы вносить. Но, может быть, вот то, что происходит, будет точно так же оказывать влияние. Это как внешние события, обстоятельства так могут складываться не только для вас, но еще для какого-то человека. И Чаромаркетти прорисовал розу. Розу – это всегда как символ любви. Но вы можете столкнуться с таким человеком, который вам тоже не верит, кстати. Почему я так говорю? Мужчина босиком изображен. Это как, знаете, он чувствует свою уязвимость или он чувствует какую-то опасность. И поэтому мужчина нам такой задумчивый показан, который, может быть, не может никак определиться или ему нужно решиться. Вот, по крайней мере, я тут вижу, явно какая-то история личная у вас будет прояснена.
для вас, мои дорогие мужчины. Да, в общем-то, вы сами для себя будете тоже что-то прояснять. Нужно вам что-то продолжать или нет. Отправиться ли вам в какое-то путешествие или закрыться. Вот тут точно есть какое-то общение. Пусть это будет связано у кого-то с работой, соглашаться на какой-то вариант или нет. Хотя больше все-таки тут нам у личной ситуации соответствует туз червей. Вот давайте на колоде Таро. Так что ж там такое прояснится для моих любимых козерогов? Что прояснится? А вот тайна какая-то прояснится. Тайна о человеке. Или ваши, может быть, догадки. А здесь ведь это карта мудрости, карта интуиции. Слушайте свою интуицию. Она вам будет давать правильные подсказки, что прояснится. Однозначно вы что-то узнаете. Причем то, что было, может быть, за 7 печатями скрыто. Поэтому будьте внимательны к подсказкам. Это, знаете, подсказки бывают иногда такие, когда случайная беседа, случайный разговор и нас с позиции осенило. Или когда человек проболтался. Вдруг для вас какая-то данность будет как на ладони. Вот вы о чем-то узнаете. И, возможно, кто-то узнает, почему складывались в предыдущий период такие ситуации. Или почему у вас что-то не получилось в предыдущий период осуществить, договориться, куда-то поехать, оформить что-то, ну, опять же, перекладывайте на себя. То вот теперь тут будет как надобность и целесообразность, и ваше желание в одной точке сходятся. И поэтому будьте готовы, что тут вы, скорее всего, будете делать какие-то важные выводы. Но с выводами, даже если вы сделали, все-таки ретропланеты нам говорят: а ты подожди, пока вердикты не выноси. Здесь июль больше для размышлений время. Что или кто появится неожиданно. А выбор, опять же выбор, двойка мечей. Как будто вы уже прошли одну часть ступеней, да, и вот теперь, может быть, как с первых ступеней нам не было видно того, что придется, пройдя какой-то путь, словно оказаться перед выбором. Половину дороги мы прошли, половину ступеней, а дальше направо или налево. Давайте узнаем, с чем это связано. Кто или что появится неожиданно. Какой-то человек, а по 5 жезлов информационный хаос. И, возможно, этот хаос был связан именно с человеком. Мы говорили о доверии или о недоверии. Мои дорогие любимые козероги, если вы слышите посторонние шумы, идет ремонт за окном. И свирлят, и стучат, и пилят. И я записываю это видео без конца прерываясь. Но я надеюсь, что вы меня услышите. Так вот, у кого-то это может быть какая-то история, которая вот и недоверие к тому конкретному человеку, который вас заставил когда-то либо страдать, или вы из-за которого неожиданно могли оказаться в какой-то сложной ситуации. Я не исключаю, может быть, это даже не личная история, а именно, ну, как на уровне документов или каких-то важных согласований, потому что по королеве мечей все же иногда идут те люди рациональные, которые, ну, могут занимать определенный либо пост, либо иметь какие-то ресурсы в своих руках, но точно так же, может быть, у кого-то буквально совпадет. Это человек, который рожден под знаком зодиака, стихии воздуха, близнецы, весы, водолей, или имеет там асцендент. Что или кто появится неожиданно. То есть вот этот выбор, который будет... Кстати, вот действительно, так очень гладко ложатся карты, поясняя, что какой-то человек может изменить мнение. Или у человека им будет получена какая-то новость, может быть, для него тоже, кстати, неожиданно. И он вам может не сказать сразу правды или причины, а где-то будет выкручиваться, потому что иногда по 5 жезлов это не просто где-то информационный сбой или, как мы говорим, информационный хаос, но это и люди, которые тебе утром сказали «да», а к вечеру они уже перестроились на какой-то свой собственный лад, и нас даже об этом не предупредили. Так что это или кто появится неожиданно? Вы знаете, тут какие-то шансы человек может увидеть. Я все-таки буду увидеть вот все карты, которые нам выпали. Именно у него, он для себя, как увидит какой-то шанс. Или он для себя... ну, какую-то возможность, которая у него появляется. Возможно, это связано с документом, какой-то бумагой. То есть не вы, а человек какой-то получает эту новость. Не вы получаете эту бумагу, а человек какой-то.
Бумагу опять же получают. Тут у нас бумаги, документы фигурируют. Но, видимо, у каждого по-своему. Или это будет ваша личная какая-то прерогатива или ваше получение. Или точно так же я могу сказать о человеке. И в зависимости от этого тут явно будет несколько корректироваться план. Вот я любопытна, а что это значит для вас? Не торопись, умеренность. Что это значит для вас? А вам как судьба какую-то ситуацию вернет. Причем, где придется, вот смотрите, правда, по пажу мечей мы должны, словно 2 шага, но над обрывом, не оглядывайся назад и не смотри вниз. Значит, будет у вас какая-то информация, мои дорогие козероги, которую, ну, точно игнорировать ни в коем случае нельзя. И знаете, тут ведь у нас выпадали, и тем не менее солнце у вас выпадает. Поэтому, мои дорогие козероги, тут может быть такая конфигурация, что как бы с человеком вы даже видите, что что-то пошло не так. Вам всего до конца как будто не рассказывают. Но вы можете оказаться в такой ситуации, что вам придется действовать по собственному сценарию. И частично с учетом, это вам ничего не говоря, опять же, ведь у нас тут, посмотрите, так именно выпали карты. Ведь может быть вот этот вот выход из лабиринта или туз мечей, неожиданная новость, которую именно получает какой-то человек. Ну давайте не будем уже к полу привязываться, да. Может быть у мужчин это именно ваша новость, мои дорогие девочки. Это новость, которую получает мужчина. Может быть она связана с тем, что он планировал раньше, но у него это не получалось раньше, да, а тут на тебе, зненацко, у тебя в июле, что-то у него как, ну, будем говорить, получил бумагу важную, или у него там что-то, ну, как сработало, состыковалось, и, понятное дело, человек может переключиться на какой-то совершенно иной фон, а вы можете оказаться на выборе. Будьте к этому готовы. И, тем не менее, аркан умеренности нам говорят не случайная случайность. И нам придется действовать совершенно как-то не так, как мы предполагали. А по аркану справедливость это как тоже судьба, карма. И нам как будто могут вернуть по этой карте ту или иную ситуацию из прошлого, причины и следствия, мы говорим. Но точно так же я допускаю, что судьба может поставить какого-то человека, ну, перед каким-то выбором или перед какой-то данностью, которая помимо его воли складывается, но вы где-то косвенно можете в этом участвовать. Итак, так а что изменит ваши планы, вашу жизнь? А тут элемент новизны, тут правда. Иногда это может быть появление конкретной персоны, это персона, которая такая более импульсивная, потому что валет пик тут, да, как неожиданная где-то новость и от человека, паш мечей и валет пик. Вот где-то мы можем провести как раз-таки параллели, что тут перемены, да, или что изменит ваши планы до конца июля, где-то и будут связаны именно с каким-то человеком или со сложившейся обстановкой, или с тем, что от него исходит. Будьте внимательны. Поэтому переигрывать планы вам, скорее всего, свои придется пересматривать. Может быть, сроки. Но аркан ребенка часто говорит, это новый жизненный этап. А вы знаете, вы тут будете склонны себя сохранять. Вы как раз, словно вот этот жонглер, будете пытаться, и у вас получится, мои дорогие, завершить какую-то зависшую историю. Причем вы можете тоже принять какое-то спонтанное решение, либо так складываются обстоятельства. Неожиданно, кстати, элемент неожиданности будет. Ну, пусть это не у всех проиграется, мы все разные, но для кого-то это железно проиграется, потому что уже несколько таких позиций. А рыцарь жезлов будет говорить, что может даже сложиться такая история, когда вам быстро нужно куда-то поехать. Быстро вот что-то переделать, переиграть или сменить маршрут, мои дорогие. И опять же, карта влюбленная – это карта выбора. Но в этой колоде это все равно, это пара, понимаете? И где-то нам напоминает сепарация, только иллюзия. Здесь, правда, может быть такая история, которая еще и связана с финансами. И вы можете тоже для себя рассматривать какую-то тему, когда придется, может быть, не только в июле завершить какой-то вопрос, а к нему еще вернуться в августе, а то и в сентябре. Потому что тут какая-то тема быстро нерешаема, мои дорогие. Вот есть такой момент. И где-то ведь карты старшего аркана говорят, лучше договорись, лучше
Ну, где-то все же ведь мы можем расценивать Верховная Жрица. Карта будет говорить о том, что молчание нас бережет буквально. Поэтому Аркану мы не рассказываем о своих планах. Мы о себе это много тоже не рассказываем. Но вы и люди-то чаще всего молчаливы. По крайней мере, вы можете быть душой компании, но сказать, что так вы первому попавшемуся душу открыли, нет, это точно я не могу. Может быть, когда-то и открыли, но это, знаете, как один раз и последний. Вот, понимаете, себя беречь больше я вижу так. Может быть, как раз по солнцу беречь хотя бы потому, что, знаете, как эмоционально будет желание, все же вижу карты такие, что будет желание с кем-то не согласиться, кому-то резко сказать «нет». Ну, как мы говорим, послать кого-нибудь. Я надеюсь, вы понимаете мой сленг. Вот что-то подобное вы будете испытывать. А я ведь по всем картам вижу, что нет, как будто козерог. Позади кинь, впереди найдешь. Лучше себя сдержать. Давайте вот карту совет. Да, вот именно июль, то время, когда мы вроде бы и какие-то добрые мотивы, эмпатия, будут приятные эмоции у вас, в ваш адрес будут внимания, да, знаки внимания. Все же аркан Луна, это, знаете, если мы говорим на личную жизнь, то и я тут больше вижу десятка пентаклей, карта, парк, влюбленные. То есть есть все равно какие-то добрые эмоции, но именно больше эмоции, нежность, ласка буквально, да, или вопросы семьи, пары. Те люди, которые хотят быть с нами. Ну, вопрос, надолго или время, да, тут мы как раз по этой карте пока не можем прояснить. Если для кого-то из вас сложная история отношений, или это когда только новые отношения, для людей, которые именно в паре, у кого все относительно стабильно, то здесь я могу сказать, что здесь поддержка может быть вашей семьи. Вот, к этому. Но все-таки аркан Луна, если мы рассматриваем как совет, искусство мелких шагов. По-другому как будто никак, потому что тут и не отказаться надо, и вроде бы как себя сохранить. И избегайте толпы, мои дорогие, если толпа вам в другую сторону. Еще карта совет. Вам придется менять организацию собственной жизни. Первое. Вам придется, возможно, отправиться в некоторые инстанции для того, чтобы согласовать какой-то документ. Вы действительно можете столкнуться с таким человеком, который живет по принципу «есть два мнения, мое и неправильное, император». Но, мои дорогие, это ведь и ваша задача. Вот, может быть, так вот складываются обстоятельства, что вы организовать себя должны на какой-то совершенно новый жизненный путь. Может быть, этот путь будет по работе, но все-таки это статусная карта. У вас на кону солнце и ваш статус. И даже если вы с чем-то не согласны, ну, повремените как минимум июль. Вот для вас действительно нужно себя сберегать и пользоваться всем тем, что идет на ваш порог, в вашу жизнь, и допускать, что то, что вы видите в течение июля, в августе, в сентябре, кардинально еще может поменяться. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые козероги, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.